Время ухода легенд эпохи. Запаса старого страха уже не хватает. Разговор с родственницей из-за границы. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 26 июля, 14:30. 22 июля в окружении любящей семьи от нас ушел родоначальник жанра хэви-метал и сооснователь группы Black Sabbath из Бирмингема Оззи Осборн. В 2002 году в интервью онлайн-журналу NY Rock он рассказывал о решении играть немного пугающую музыку и о том, как на него повлияли The Beatles и Monty Python. 23 июля печально известный судья Олег Нефедов признал экстремистской несуществующую организацию «Международное движение сатанизма». Один из наших участников уже прикидывает срок за коллекцию винила Metal Group. В сентябре 2022 года Путин назвал Запад сатанинским. В январе 2023 года в интервью изданию «Верстка» историк и социолог Дина Хапаева рассказывала, что идеи культа смерти глубоко интегрированы в путинский дискурс. Он вместо бессмысленной, бесперспективной бедной жизни предлагает россиянину умереть за родину. Остается только спросить, а кто со своими друзьями делает жизнь россиян бессмысленной и бесперспективной уже четверть века? В прошлом выпуске мы рассказывали про штрафы в России за поиск экстремистских материалов. 25 июля журналист Дмитрий Колезев, который уже 1,5 года живет в Португалии, был включен российскими властями в список террористов и экстремистов. Это в дополнение к 2,5 годам за видео и публикации о преступлениях российской армии в Буче. Напомним, что некоторые чиновники не только в России до сих пор учитывают этот список при принятии решений. Кроме того, это сокращает количество людей, готовых рисковать и донатить такому человеку. Поэтому наша поддержка Дмитрию. Подпишитесь на донаты на его YouTube-канале. 22 июля историк и сотрудник мемориала Константин Морозов в интервью на YouTube-канале Эйдман Ньюс высказал предположение, что превышающий советские времена уровень репрессий в России связан с тем, что в Советском Союзе запаса старого страха хватало, а сейчас уже не хватает. Сегодня на нашем YouTube-канале опубликовано еще одно видео «Руси Рассвет». Она поделилась своим разговором 3-летней давности с тетей по видеосвязи. Мне кажется, она говорит о том, что нужно думать, к чему приведут слова, дела и убеждения. Что думаете вы, пишите в комментариях. У нас потихоньку растет количество участников дискуссионного клуба. Недавно пробовал размышлять о том, решение каких проблем может стать объединяющей и воодушевляющей целью. Читайте рекомендации по безопасности и общению и подключайтесь в анонимном мессенджере Simplex. Также мы продолжаем созвоны языкового клуба вечером по воскресеньям. Практикуем португальский, русский и английский языки. Присоединяйтесь. Россия не их собственность. Если вы хотите, чтобы изменения в России произошли, делайте свой вклад.